Быстро, удобно, качественно. Как вы уже поняли, сегодня речь пойдет о трансферной каретке и ее применении. Это у нас такая каретка, которая переносит петли с передней игольницы на заднюю игольницу. На каретке есть инструкции по переносу петель. Самое простое — это 1-1, как переносить. То есть здесь есть указание, как ее прочитать. То есть мы ставим, увеличиваем плотность, ставим соотношение фантур на H, выдвигаем все иглы задней игольницы. И тут важный момент. Я уже здесь отвязала 1-1 резиночку. И здесь надо с правой стороны добавить еще иглы для того, чтобы привести в движение вот это колесико. Далее, чтобы хорошо каретка работала, мы должны настроить правильно свою игольницу и соотношение фантур. То есть, как это делается? Это делается так, что переводим соотношение фантур на R или P и проверяем, как у нас иглы. Они должны точно сходиться вместе носиками, бодаться носиками. Вот, практически они друг на друга должны заходить. Чтобы это отрегулировать, это делается немного ослабив на всех бразерах. Это вот эти два винтика ослабляем немного и двигаем соотношение одна фантура к другой. И потом затягиваем. Откручиваем винтики где-то на полоборота. Не вынимаем эти винты. И отрегулировать надо так, чтобы иглы бодались. И проверяем как по бокам, так и посередине. Далее хочу сказать то, что каретка трансферная работает только в одном направлении. Работает справа налево. Итак, у меня сейчас выставлена резинка, отвязана 1-1. Резинка вязана на плотности 4, пряжа 500 метров на 100 грамм. И последний ряд я провязала на более рыхлой плотности. На задней игольнице у меня 7, спереди 6. Выставила соотношение фантур на H. Выдвинула иглы. Здесь я с левой стороны тоже несколько выдвигаю. И отодвигаем рабочую каретку так, чтобы здесь поместилась трансферная. И с этой стороны, с правой, я добавила тоже игл. Производитель рекомендует 5 игл, я поставила 7 игл. И просто проезжаем кареткой. Причем каретка должна хорошо прилегать к фантурам. Если при покупке, когда у вас появляется эта каретка, она не прилегает, то довольно-таки грубой силой, мне так пришлось, просто вот в этом месте таким образом выгибать каретку. Может быть, это неправильно, но я так сделала. Итак, давайте сделаем этот. То есть берем за обе ручки и как бы прижимаем каретку к фантурам. И равномерно двигаемся. Что произошло? Видите, иглы поднялись эти, и все петли прекрасно легли на
пустые петли, иглы. И здесь просто опускаем иглы. Все, у нас произошел перенос на резинке 1,1. Далее перенос промышленной резинки. На сей раз нам придется пользоваться инструкцией, которая у нас находится на каретке. Итак, обратим на нее внимание. Вот у нас промышленная резинка. Сначала провязываем последний раз ряд более рыхло и делаем поворот. Поворот так, чтобы находилась игла. Поворот делаем. Находится игла, то есть будем поднимать первыми. Вот здесь правая игла из рабочих игл. Выдвигаем их так до половины. Ну, как бы линеечкой можем воспользоваться. Вот правые иглы выдвигаем аккуратненько до где-то так, чтобы язычки, петля вот прошла на язычок. Выдвинули эти иглы. Производитель рекомендует первую иглу фактически перенести. Также не забываем, что мы выдвигаем сзади все иглы в рабочее положение, плюс немного с правой стороны. Внизу, если мы вязали резинку, у нас были большие грузы, то сейчас уменьшаем количество грузов, но не снимаем их совсем. У меня вот на 45-45 петель сейчас маленькая гребенка, которая сама по себе уже тяжеленькая, и плюс один маленький грузик. Далее обращаемся опять к каретке. И здесь есть такой рычажок. Мы его поднимаем наверх, чтобы он переносил только верхний ряд. И делаем то же самое, проезжаем. Уверенно едем. Итак, смотрим и проверяем визуально. Все петли, которые были выдвинуты, они перенеслись. Далее можем вручную их отодвинуть вниз или же воспользоваться линеечкой. Эти петли убрать назад в нерабочее положение. В нерабочее положение убираем. Эти поправляем, чтобы у нас они были, ну, то есть не висели. Немного можем подтянуть. Каретку переносим обратно на правую сторону. Перенесли на правую сторону. Теперь нам надо поднять нижние петли. Рычажок опускаем. И едем второй раз. И смотрите, все петли классно перенеслись. Теперь я проезжаю просто рукой. Пожалуйста, убираем на место, ставим иглы, которые у нас были добавлены. И вуаля, каретку я снимаю. И вуаля, вы видите, все прекрасно у нас перенеслось. То есть здесь хитрость в том, чтобы надо делать поворот вот этого рычага вправо на один шаг. На этом я надеюсь, что ролик вам помог. И что не будете больше пылить в шкафах свои трансферные каретки. Точно так же обращаем внимание на инструкции. Точно так же с поворотом фантуры и выдвиганием один через одну переносим и полный ластик. Два резинка переносится только переставом соотношения фантур на H. И тоже выдвигаем правую иглу.
И точно так же переносим. Здесь я обращаю ваше внимание, что здесь, вот в этих рисуночках показано, что добавляем здесь э, иглы. Надеюсь, что ролик был полезным. И действительно, кареткой этой пользоваться очень-очень удобно и быстро экономит как время, так и ваши глаза. Пожалуйста, задавайте вопросы, девочки. Кому что интересно, какие подробности надо начинающим снять. Я давно начинала вязать и уже не помню, на чем я спотыкалась. И не надо стесняться. На этом сегодня все. Пока-пока.